Первая в мире атомная электростанция, Обнинская, была подключена к объединенной энергосистеме СССР 27 июня 1954 года. Первый китайский энергетический реактор CNP-300, аббревиатура которого расшифровывается до предела просто China Nuclear Plant электрической мощностью 300 мегаватт, выдал электроэнергию в сеть 15 декабря 1991 года. Несложная арифметика. 37 лет разницы между нашей первой и первой АЭС в Китае. А сегодня, когда я набираю этот текст, на календаре 13 августа 2025 года, данные ПРИС, база данных МАГАТЭ, сообщают, что Росатом сейчас ведет активное строительство 26 атомных энергоблоков, а 3,5 атомная корпорация Китая – 29 атомных энергоблоков. Но ПРИС не успела зафиксировать стартовавший строительством в минувшее воскресенье атомный энергоблок в составе АЭС Цзиньцзимэнь. Так что теперь у китайцев круглое число – 30. И отрыв от Росатома стал еще значительнее, поскольку на счету наша отечественная атомная корпорация, повторяюсь, на сегодня 26 блоков дома и за рубежом. Поскольку еще нет первого бетона, проекты в Якутии, в Казахстане, в Узбекистане и в Венгрии не учитываются. Речь идет только о тех площадках, где уже все вертится, крутится. Разумеется, то, что Китай обошел Росатом количественно, вовсе не означает, что он догнал по качеству. Нет в активе китайских корпораций ни энергетических реакторов на быстрых нейтронах с натрием, а теперь еще и со свинцовым теплоносителем. Нет и в помине такого объема зарубежного строительства, поскольку строительство АЭС в Пакистане для Китая – это очень и очень условная заграница. Много чего еще нет у Китая по сравнению с Росатомом. Но оцениваемый экспертами отрыв России от Китая в атомном мирном проекте составляет лет 10-15, но уже никак не 37. В чем причина того, что Китай сумел настолько ускориться? Умеет ли он сохранять темпы и дальше? Не спасует ли Росатом в борьбе с таким конкурентом? И так ли точно то, что Росатом и китайские корпорации приговорены оставаться именно конкурентами? Мне кажется, да что там, я уверен, что рассказ о становлении и развитии атомного проекта Китая точно не помешает. И я даже дерзну предположить, что его на русском языке пока еще и не было. Потому сходу выражаю благодарность Google-переводчику. Не так давно я выяснил, что китайские иероглифы для него уже не бедом, ни тон ни разу. И выражаю надежду, что из-за этого самопального исследования меня в иноагенты записывать не станут. Постараюсь, конечно, побыстрее, хотя вот такой проект для меня точно нечто совсем новое. А вот потом спокойно вернемся в Казахстан, чтобы объективно оценить озвучиваемые его политиками планы по строительству АЭС номер 2 и номер 3. Один из секретов скорости развития Китая в том, что изначально никакого старта с 37-летним опозданием не было. Чуть больше недели остается до юбилейной 80-летней даты рождения нашего советского, а теперь российского атомного проекта. Ну и в Китае с чистой совестью в этом году могут отметить тоже круглую дату, или даже две. В Китае так бывает нередко. Январь 1950 года, всего 3 месяца спустя после провозглашения образования Китайской Народной Республики, отмечается ежегодно 1 октября. Товарищ Мао на серии закрытых заседаний с самыми приближенными соратниками, секретами настолько, что протоколы вообще не велись, об этом известно только из мемуаров участников, на которых поставил задачу обеспечить страну урановыми месторождениями. Почему именно тогда, настолько быстро? Давайте напомним ситуацию, которая тогда сложилась вокруг КНР. Октябрь 1949 года. Провозглашение создания КНР и мгновенный отказ США в признании коммунистического Китая. Поддержка только Тайваня и Чан Кайши. Декабрь 1949 года. Товарищ Мао в Москве встретился с товарищем Сталиным. Главный вопрос переговоров – безопасность КНР перед лицом американского империализма. В переводе с суконного бюрократического тех лет Мао сумел договориться о получении имевшихся у СССР разведданных о планах Штатов на Корейском полуострове. Корея после окончания Второй мировой войны была оккупирована. Это, конечно, лапидарно, зато коротко. Войсками СССР и США. Зоны разделены по 37-й параллели. И данные действительно стали поступать в Пекин, в страну, которая в годы Второй мировой пережила зверство японских оккупантов, а потом прошла через жестокую гражданскую войну. Ноябрь 1949 года. Дин Ачесон, госсекретарь США, в секретном меморандуме для Трумэна. Мы должны дать понять Мао, что его режим не имеет будущего, если будет бросать вызов интересам США в Азии. Все варианты, включая военные, должны быть на столе. Первые дни января 1950 года. Генерал Омар Брэдли, председатель Объединенного комитета начальников штабов.
Если Китай попытается взять Тайвань, мы должны рассмотреть применение атомного оружия против его промышленных центров. После атомной бомбардировки Японии на тот момент прошло 4,5 года. Китай в двойной, если так можно выразиться, военной разрухе. Мог товарищ Мао не обращать внимания на такие вот новости? Не мог. Мог он сразу поставить задачу создания атомного оружия? Не мог. Экономики практически нет. Ученых-ядерщиков можно с запасом пересчитать на пальцах одной руки. Мог товарищ Сталин товарищу Мао обеспечить возможность симметричного ответа американцев? Испытание нашей первой атомной бомбы с большой буквы состоялось, если кто забыл, 29 августа 1949 года. Не до помощи, даже самым братским странам тогда было. Ураном поделиться? Так ведь тоже нет. Мы сами в это время только-только разворачивали масштабную программу геологоразведки по всей территории СССР и по странам Восточной Европы. Была, может быть, у товарища Мао возможность создать хоть какой-то аналог нашего спецкомитета или Манхэттенского проекта? Снова нет, поскольку кадры решают все. А кадров просто не было, не говоря уж о наличии научного задела. Да и административного ресурса у товарища Мао тоже не было. Государственные структуры на тот момент только-только формировались. Здесь и прямые аналогии со стартом нашего отечественного атомного проекта, и существенные отличия. Побудительный мотив у китайцев и у нас был один на двоих. Значит, Штатами ядерная гонка и понимание того, что при малейшем шансе на безнаказанность американцы будут уничтожать крупные и промышленные города, не обращая внимания на неизбежные миллионные человеческие жертвы. Обе наши страны, к сожалению, слишком хорошо знали, что такое война. О том, каких жертв стоила Великая Отечественная Советскому Союзу, нам с вами хорошо известно. А я напомню, что по подсчетам историков Китая, жертвами милитаристской Японии стало не менее 35 миллионов человек. Уничтожение атомными бомбами Хиросимы и Нагасаки Штатами имели для этого заокеанского государства ровно одну цель – путем угроз и шантажа диктовать свою волю всем, кто сразу не согласился на роль вассала. Ни СССР, ни КНР на этот прелестный сценарий соглашаться не собирались. В обеих наших странах понимали, что Штаты можно остановить только одним способом – наглядно доказать, что безнаказанности для них не будет, что и в США счет жертв в случае агрессии против нас будет идти на сотни тысяч и на миллионы. При этом и Советскому Союзу, и Китаю предстояло подниматься из военной разрухи. Ни Сталину, ни Мао предстоящая ядерная гонка не требовалась от слова вообще. Ответ был вынужденным, стоившим Советскому Союзу гигантского напряжения, но полученный результат мы наблюдаем и в наши дни. Ядерный арсенал России и Китая остается единственной гарантией глобальной стабильности. Дипломатические условия, политические и экономические маневры, безусловно, необходимы, но они возможны только по одной причине. Руководство Штатов понимает, что наш ответ на их военную агрессию будет сокрушительным в самом прямом значении этого слова. Нет у руководства этой страны никакой совести, человеколюбия, гуманизма. Никогда не было и не будет. Нет такой строчки в их техническом описании. Только страх собственной гибели и уничтожения страны делают Штаты относительно цивилизованным государством. Предлагаю не забывать этот медицинский факт. А вот состояние материально-технической, организационной и, главное, научно-технической базы в Союзе в 1945-м и в КНР в 50-м годах были различны, причем основательно. К августу 1945 года лаборатория номер 2 АН Академии наук СССР исполнилось уже больше 2 лет от роду. Игорь Васильевич Курчатов уже собрал воедино будущий штаб спецкомитета, наших ведущих ученых-ядерщиков и лучших ученых-химиков. У Китая в январе 1950 года специалист по атомной физике был ровно один – Сан Цянь. Я понимаю, что китайские имена запоминать непривычно, но очень надеюсь, что мы с этой микропроблемой постепенно научимся справляться. А имя Сан Цяна, китайского Курчатова, стоит того, чтобы мы его знали и помнили, поскольку для нашего восточного соседа именно Сан Цянь, отец китайского атомного проекта. Родился Цянь в 1913 году. В 1936-м с отличием закончил физический факультет Цинхуанского университета в Пекине, после чего уехал в Европу, где продолжил образование, одновременно проходя стажировку у Фредерика Жолио-Кюри в течение 11 лет. Вместе с научным руководителем изучал искусственную радиоактивность и даже самое новое на тот момент направление – ядерная реакция деления. Успел принять участие в проектировании первого французского реактора ЗОЭ. При всех его научных успехах отношения с руководством Европы и с американцами не складывались, к военным направлениям его не привлекали, объявив коммунистическим агентством. В 1948 году Цянь получил предложение от Джоу Энлая
будущего первого главы правительства КНР, приглашение вернуться в Китай, что я сделал, не задумываясь. Есть и в Китае те, кто долгое время, живя за границей, остаются патриотами. Вот и Цянь Цан был именно таким человеком. Далее последовала личная встреча с товарищем Мао, результатом которой стало то, что вождь назвал Цяня научным знаменем Китая. Сам молодой ученый, 36 лет на тот момент, открыто поддержал науку для революции, потому его участие в закрытых заседаниях января 50-го года были совершенно естественными. Задание, полученное им от Мао по мемуарам участников, звучало коротко: мы должны найти уран. Без него Китай останется колонией. Поскольку товарищ Мао ядерным физиком ни разу не был, есть все основания полагать, что условным создателем сценария развития атомного проекта Китая как раз и был либо Цянь Цань, либо Ли Сыгуан, либо они добились согласия Мао вместе. Организационные возможности КНР на тот момент были, скажу коротко, никакими. Не было у Пекина тогда никакой возможности создать аналог нашего спецкомитета. Да и не из кого. Нулевая задача будущего атомного проекта была очевидна. Китаю был нужен уран, без которого и говорить было бы не о чем. Китаю были нужны физики-ядерщики. Обе эти задачи предстояло решать одновременно. Ли Сыгуан, еще один известный участник совещания у Мао, ни много ни мало отец китайской геологии. 1889 года рождения, образование сумел получить в Бирмингемском университете в Англии. Специальность геология и тектоника. В 20-е годы прошлого века вернулся в Пекин. Создал первую в Китае школу структурной геологии. А вот от сотрудничества с Чан Кайши отказался в резкой форме, за что подвергался преследованиям. Разумеется, почти всю геологическую часть будущего атомного проекта Сыгуан и взял на себя. Хоть какие-то скудные, но данные о тектонических разломах на территории Китая у него были. Кого можно было привлечь в качестве руководителей геологических партий, он отлично знал. Но слово «почти» я не просто так произнес. Китайские геологи на тот момент просто понятия не имели, что такое уран, какими могут быть руды его содержащие. Тесное сотрудничество Ли Сыгуана и Цянь Цаня было неизбежным. Из Франции Цянь Цян привез не только знания, но и небольшой образец урановой смолки, который стал первым наглядным пособием для геологов, которых подбирал Ли Сыгуан. С одной стороны, даже забавно, что у Мао на момент старта атомного проекта было всего 2 серьезных ученых. С другой, у меня лично вызывает чувство уважения то, насколько грамотно китайские коммунисты использовали даже вот такую минимальную возможность. Да, что касается урана, то тут ситуация в СССР 1945 года и в КНР 1950 года тоже разительно отличалась. Напомню, что группа ученых, срочно переодетых в форму офицеров НКВД под руководством Авраама Павловича Завинягина, прибыла в Берлин еще до Дня Победы. Результатом их работы, в числе прочего, стало более сотни тонн урана в различных химических соединениях. Игорь Васильевич по этому поводу писал, что реактор F1, физически первый, процентов на 80 был собран из доставленного из Германии урана. Это если, конечно, не касаться научного лабораторного оборудования и того, что немалое число немецких физиков, химиков, технологов не могли отказаться от предложения, которое им делал добрейший Авраам Павлович. Можете дома, на родине подождать, когда вас из лагеря пригласят на суд за сотрудничество с гитлеровским режимом. А можно вот тут подпись и 10 лет поработать по специальности, но не дома, а там, куда я вас гостеприимно приглашаю. Ни трофейного оборудования, ни трофейного урана, ни трофейных немцев у Цяня не было и не предвиделось. Больше того, раз у товарища Мао не было возможности немедленно создать аналог спецкомитета, не появился в китайском атомном проекте и свой Лаврентий Павлович Берия. Тяжело им китайцам было. Без урана, с минимумом ученых и одним счетчиком Гейгера на 2 геологических партии, это я еще понимаю. Но без Лаврентия Павловича это вообще фантастика. Ну а если без шуток, то пример Китая наглядно показывает, что все страшилки, возлюбленные антисоветчиками и антисталинистами, о том, как страшнющий Берия грозился расстрелять, повесить и отправить в тюрьму всю великолепную команду Игоря Васильевича Курчатова, что все наши ученые, конструкторы, инженеры создавали нашу первую бомбу только из-за страха репрессий, полнейшая чушь. Повторю, и в СССР, и в КНР, к сожалению, очень хорошо знали, что такое война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки показала и доказала, что на Западе имеется еще более бесчеловечный режим, чем гитлеровский. Готовность американского руководства одномоментно уничтожить миллионы людей в десятках городов ради утверждения своего права повелевать миром сомнений не вызывала тогда, и, что касается меня лично, не вызывает сомнений сейчас.
И не требовалось нашим и китайским ученым никакого принуждения и шантажа. Они отлично понимали, что выбора у них нет. Будет бомба, будут жить наши страны. Не будет бомбы, сотрут даже не в порошок, а в радиоактивный пепел. И работали, что наши, что китайские атомные команды, не за страх, а за совесть. Еще одним участником закрытого уранового заседания УМАО был Чжоу Эньлай, первый премьер Государственного совета КНР. На этот пост он был избран в октябре 1949 года и занимал его до своей смерти в 1976 году. Профессиональный революционер, член Коммунистической партии Китая с момента ее основания в 1921 году. Его биографии хватит на библиотеку приключенческой литературы. Высокие государственные посты, нелегальное положение, тюрьма, иммиграция. Тем, кому интересно, все это без труда найдут. В атомном проекте, как ни удивительно, важными оказались не его политические убеждения, а то, что в 1928 году 6-й съезд Коммунистической партии Китая проводили в Москве, и Эньлай был одним из его организаторов. Потом он еще около года оставался в СССР как член Коминтерна. Курировал съезд китайских коммунистов генеральный секретарь ЦК ВКПБ товарищ Сталин. Участие принимал глава ВЦИК Михаил Калинин. Эти знакомства оказались весьма полезны именно для китайского атомного проекта, поскольку товарищу Эньлаю доверяли как стойкому коммунисту. Сейчас это звучит смешно, но тогда все это было очень и очень серьезно. Не так важно, кто именно произнес фразу «кадры решают все», важно, что она абсолютно точна. Практически сразу после принятия решения о необходимости создания атомного проекта Саньцен начал подбор будущих физиков-ядерщиков, а Эньлай – переговоры в СССР о том, чтобы их допустили до учебы в МИФИ и в МГУ, а потом и до стажировок в Обнинске. Требования к кандидатам были жесткими. Базовое образование, хоть как-то связанное с физикой, рабоче-крестьянское происхождение, надеюсь, понятно почему, базовое знание русского языка, для чего отобранные кандидаты проходили срочно организованные полугодовые курсы. При этом не забываем, что и в Советском Союзе все, что касалось атомного проекта, было засекречено самым строгим образом. Договора о сотрудничестве в этом направлении между СССР и КНР не было, его подписали только в 1955 году. До подписания договора подготовка в СССР была возможна только благодаря личным связям Чжоу Эньлая, потому все было весьма и весьма скромно. 1951 год, первый набор, 12 человек, в 1952 году еще 15, и только в 1954 произошла уже массовая отправка сразу 100 будущих китайских специалистов. Вот эти 127 человек, а вернулись все до одного, и стали кадровым костяком Китайского института атомной энергии и, следовательно, научной командой, сумевшей последовательно пройти все этапы. От первого исследовательского реактора до промышленного наработчика плутония, от газодиффузионного разделения изотопов до первых образцов газовых центрифуг, от урановой и плутониевой атомных бомб к созданию термоядерных боезарядов. База в сравнении с советской была куда как ниже, потому и результаты пришли позже. В нашем атомном проекте наряду с выдающимися учеными принимали активное участие и настоящие мастера разведки. Свой вклад внесли трофейные немцы и группа Манфреда фон Арденна, которая согласилась сотрудничать с Советским Союзом абсолютно добровольно. Китайский атомный проект развивался и за счет подготовки специалистов-ядерщиков, и, судя по всему, за счет консультаций геологов, которые в начале 50-х годов, если верить документам, занимались гидроисследованиями для развития сельского хозяйства в тех районах Китая, где по совершенно невероятной случайности чуть позже были найдены первые месторождения урана. Больше того, для Китая был создан исследовательский реактор на тяжелой воде, и это был единственный исследовательский реактор такого типа, переданный Советским Союзом зарубежному заказчику. Но масштабная помощь Советского Союза китайским атомщикам продолжалась всего 5 лет. Договор о сотрудничестве в атомной энергетике, именно в энергетике, без военной составляющей, был подписан в 1955 году, а уже в 1960 произошел полный разрыв отношений Китая и СССР. Остается только фантазировать на тему, какой могла бы быть современная международная обстановка, если бы этого политического разлада между СССР и КНР не произошло. Но, с другой стороны, именно поэтому период между 1950 годом, когда все, что имелось, устная резолюция товарища Мао о необходимости создания атомной программы, и 1955 годом, когда сотрудничество с СССР было легализовано, мне кажется наиболее интересным. У нас к августу 1945 года было все совершенно иначе. Серьезная научная база, отечественная школа атомной физики, геологии и даже собственный циклотрон. Административно-организационные возможности имелись. Китай в январе 1950 года ровно один физик-атомщик Цянь, и 0 геологов с опытом поиска урановых руд. Повторяю, 0. Открытие первого месторождения урана, тем не менее, состоялось в 1951 году,
И похоже, что именно этот факт заставил товарища Сталина задуматься. А вдруг и правда смогут сделать, а не только продолжать говорить? Нельзя исключать, что особое впечатление на руководителя СССР произвел факт технологического рывка, который умудрились совершить китайские геологи и организаторы атомного проекта. То, что в 1943 году урановую руду месторождения Табашар с гор Киргизии в долину перевозили на осликах, общеизвестный факт, которому китайцы противопоставили свое ноу-хау вдвое, если не втрое, повысившему производительность. Тяга Китая к высоким технологиям появилась уже тогда. Они стали использовать мулов для перевозки руды. Грузоподъемность ишака 50-60 килограмм, а мулы тащили до центра и были способны одолеть за день не 30, а все 50 километров. Если сравнивать по КПД, у мулов он точно был в 2 раза выше, хотя топливо использовалось совершенно одинаковое. Почему 1950 год в Китае ушел на разговоры, если смотреть на дату выхода в поле первых партий геологов, которая состоялась в начале 1951 года, понять несложно. До решения товарища Мао никто и никогда на территории Китая поисками урана не занимался. А я на всякий случай напомню, что площадь этой страны 9,7 миллиона квадратных километров. С учетом того, что и сведений о том, в каких соединениях, в каких минералах можно встретить этот химический элемент, не было, начать немедленные поиски можно было только по сказочному алгоритму «пойди туда не знаю куда, принеси мне то не знаю что». Но поскольку архивы предыдущего правительства Китая достались Китайской Народной Республикой в полном комплекте, Ли Сугуан предложил перепроверить архивные данные японских геологов, в свое время искавших в Китае месторождение угля, железа и цветных металлов. Аккуратно искали, отмечая и находки, неинтересные их руководству, но с точки зрения геологии интересные и необычные, в том числе и о необычных желтых камнях. Академические знания Ли Сугуана подсказывали ему, что речь могла идти только об отените или отуните, открытом еще в 1854 году минерале из семейства уранилфосфатов. Выглядит он приблизительно вот так. Конечно, если бы у китайских геологов были в наличии источники ультрафиолета, все было бы куда как нагляднее. Люминесцентное излучение выдает уран в атените с головой. В марте 1950-го Джо Уэйнлай сумел решить вопрос о финансировании этой работы, обеспечив необходимый уровень ее секретности. И с апреля 1950 года группа номер 5 в составе Министерства геологии приступила к изучению всех архивных данных. Еще одно достижение 1950 года. Неназванные генералы Народно-освободительной армии Китая предоставили Сань Цяню и Ли Сугуану целых 2 трофейных американских счетчика Гейгера. Рост обеспеченности оборудованием составил бесконечное количество процентов, поскольку до этого на табло был 0. Еще одно важное событие 1950 года – Сань Цяну удалось добиться помощи в создании первого атомного научного центра в Китае. Изначально это была лаборатория в подвале Пекинского университета, красивого, в которой был толк названия – Исследовательский институт современной физики. Чуть позже приспособили бывшие казармы, в помещениях которых постепенно стали собирать трофейные японские микроскопы, самодельные спектрографы и так далее. Сань Цянь через своих французских бывших коллег контрабандой добывал учебники по ядерной физике, которые пришлось переводить на китайский. Тоже в условиях строгой секретности. Там же, в лаборатории, шли переводы на китайский еще и советских пособий по радиометрии, неведомыми путями, добытыми все тем же Джо Уэйнлаем. И там же шла подготовка будущих физиков-ядерщиков, ну и так далее. Рукописная инструкция авторства Сань Цяня геологам, в которых описывалось, как отличить на глаз атенит от перита, были рассекречены только в начале 21 века. Удивительно, но в подавляющем большинстве источников дата основания Китайского института атомной энергии значится 1950 год. Интересно, это подвал Пекинского института или старые казармы надо так величать? Реально, лаборатория до 1954 года была просто лабораторией. А в 1954 она выросла до статуса почтовый ящик номер 914. И только в 1958 году появилось современное название – China Institute of Atomic Energy. Ну, пожалуй, про урановую геологию Китая с 50 по 55 год прошлого века стоит поговорить отдельно. Отмечу только, что задержка с выходом в поле произошла еще из-за того, что геологов пришлось обучать тактике стрелкового боя. Там, где предстояло искать уран, армия Китая еще продолжала уничтожать вооруженные банды Гоминьдана. Если сегодняшняя тема вам, уважаемые зрители и слушатели, показалась интересной, жду ваших откликов в комментариях.